Всем привет! С вами снова Катерина, в эфире канал Hobby Fun in Japan, и сегодня мы с вами посетим очень интересный парк с названием Ниджиген но Мори, что дословно переводится как «лес в двух измерениях», а по смыслу как «нарисованный лес». Ниджиген но Мори является просто раем для фанатов аниме, и именно в нем находится локация, которую многие называют парком Наруто Боруто. Но прежде чем начать рассказывать про само место, сначала нужно до него доехать, и начинается эта поездка из Кобе. До самого города Кобе, а именно станции Саномия или Шинкобе, можно доехать на обычном поезде или шинкансене, так что эту часть маршрута я разъяснять не стану, но дальше нужно будет сесть на автобус. В принципе, очень приятно, что абсолютно все автобусные маршруты до парка имеют английское описание. И, как показала практика, персонал железнодорожных станций говорит по-английски и, если нужно, укажет путь до посадки на нужный маршрут. Но на всякий случай я все же оставлю вам в описании к видео ссылки на Google карты, указывающие на остановки. Так что потеряться будет сложно. Вот только заранее советую оформить вам любую IC-карту – Суика, Пасмо, Китака или любую другую. Все-таки автобус хоть и рейсовый с комфортными сиденьями, но оплата там производится именно бесконтактным способом. Итак, вот мы едем на автобусе, и пора бы понять куда. И тут есть два варианта. Так как парк находится на острове Аваджи-Шима, то либо можно выбрать какую-нибудь гостиницу рядом и поехать прямо в нее, либо же остановиться у станции Саномия или Шинкобе и поехать оттуда сразу в парк. Я выбрала первый вариант, ибо посчитала, что так мне будет удобнее, чтобы не привязываться к автобусным маршрутам в первый день. И от номера до Ниджигена я добиралась на такси, что, кстати, обошлось мне примерно в 2500 йен. Но если вы хотите поэкономить, то могу сказать, что и гостиница у станции Саномия дешевле, и автобус стоит всего 1000 йен. И, конечно же, в описании к видео есть ссылка на Google локацию самого парка и маршруты в оба конца. Хотя, опять же уточню, что Аваджи-Шима – это очень красивое место с пляжами, шикарными видами и горячими источниками, и прочими морскими развлечениями, так что решайте сами. Что ж, вещи в гостинице оставлены, и пора бы уже пойти оценить анимешную атмосферу по полной программе. Вот он, вход в Ниджиген но Мори. Внешне пока что не отличается от обычных парков, но в общем-то это и понятно, ведь все развлечения построены в самом обычном национальном парке. И, конечно же, если не планировать никаких аттракционов, то вход сюда даже на внутренний транспорт будет совершенно бесплатным. Но что это за анимешная прогулка без развлечений? И вот первая из них – тематическая локация по аниме «Семья шпиона». Сама локация бесплатная, но если есть желание побыть шпионом из аниме и порешать головоломки, то придется раскошелиться аж на 2600 йен за человека. Ну и, конечно же, тематическая еда тоже не бесплатная. Итак, билет куплен, и я наконец-то направляюсь в нужную зону парка. Ну и раз это Spy Family, то поездка туда проходит на том самом школьном автобусе, который возил Аню. И он, кстати, абсолютно бесплатный. И вот он, шпионский холм. Еще до подъема меня встречает огромная надпись, собранная из цветов. И знаете, это очень красиво. Видео просто не способно передать всю атмосферу этого места. На самом же холме все немного проще. Локация представляет собой магазин, кафе, лабиринт, который есть главный аттракцион, и красивый набор аниме-картонок в антураже. Билет, конечно же, нужен только в сам лабиринт, так что поесть в кафе, пофоткаться с персонажами и закупиться сувенирами можно и без него. И, как мне кажется, многим этого будет более чем достаточно, ведь виды с холма тут просто шикарные. А если прибавить красивые беседки и цветочный антураж, то можно просто купить напиток, сидеть в тени и наслаждаться видом.
Но мы же помним, что я хардкорный аниме-исследователь, так что просто обязан испытать все, что можно. Так что первым делом пойду-ка я на шпионское задание. Я даже не постесняюсь назвать его миссией или испытанием выдержки. Как вы, наверное, заметили, в качестве инструмента мне дали карту и планшет, так что ценник в 2600 йен явно оправдан наличием подобной техники. И как оказалось, эти девайсы нужны не просто так. Локация миссии представляет собой лабиринт с раскиданными точками для сканирования, и именно для них нужен планшет. За определенное время нужно решить головоломку, написанную на планшете, и в определенном порядке отсканировать нужные точки в данной зоне. Если все сделано правильно, то по завершении каждого этапа на экране появляется код для двери, чтобы пройти на следующий уровень. Задачки сами по себе не такие уж и сложные, но нужно понимать, что из доступных языков есть только японский и английский, так что базовые знания одного из них необходимы для понимания происходящего. Кстати, я же говорила, что это игра на время. Так вот, не все так просто, как кажется. Во время прохождения по лабиринту ходит охранник, и если вы оказались в зоне его прямой видимости, то он уменьшает вам время на 1 минуту. В итоге для успешного завершения задания нужно не просто искать места сканирования, но и делать это попутно, прячась от охранников. Но опять же, это всего лишь игра, так что заметить приближение человека очень легко. Да и если проиграть одну миссию и не уложиться в отведенное время, то в итоге вам все равно дадут код от двери, и можно будет продолжать играть. Так что свой анимешный фан получат абсолютно все посетители. Зачем же нужно время, спросите вы? Тут все очень просто. От ваших результатов зависит финальный приз. И если суметь пройти все миссии за отличное время и без штрафов, то можно получить открытку или плакат. Жаль только, что мне этого сделать не удалось. Во-первых, я не сразу поняла, что делать. Во-вторых, из-за солнца камера сканировала, скажем так, не очень. Так что время у меня получилось не очень хорошее. Так или иначе, я потратила на все задания около 30 минут. И знаете, побегать по лабиринту пришлось основательно. Так что по выходу я даже немного проголодалась. Что я там вначале говорила про кафе? Короче, что это за аниме-развлекалово без тематической еды? Пора бы быстренько сделать заказ и немного рассказать о своих впечатлениях. Прошли мы, значит, лабиринт Spy Family, новый аттракцион в Ниджигенном море. Стоит дофига денег, поэтому ожидания у меня были большие. Ну, как бы, понятное дело, что лабиринт должен быть детский, все такое, но я просто в бешенстве, потому что лабиринт детский, но все вот эти подсказки, они не срабатывают, поэтому непонятно, ты прошел миссию, не прошел миссию, оно как бы то или не то, или у тебя просто не работает техника. В общем, просто бесяще от того, что все очень легко, но у тебя ничего не получается. Просто ужасно. Вот, ну, в общем, и как бы там миссии на время. Понятное дело, из-за того, что ничего не работало, еще ничего не понятно, как бы правильно ты делаешь или нет. И вообще спросить особо не у кого. Пару миссий мы запороли. Нет, точнее, одну миссию из 3 мы запороли. Вот, а вторую достаточно не так хорошо прошли, как надо. Там почти уложились во время. Ну, точнее, уложились только последние. В общем, получили приз вот такую вот карточку. Маленькую карточку. Не знаю, если бы мы прошли, наверное, миссию на ААА, был бы больше приз. Может, открытка. Вот, но приз вот такая вот карточка. И есть еще кафе. Но в кафе сейчас все закончилось, потому что мы в конце дня проходим. Сейчас уже почти 5. И остались только напитки. Но за неимением большего я купила 2 вот таких прекрасных напитка и получила к ним вот такие вот костеры. Что-то немного негативное мнение получилось, но на самом деле не все так уж и грустно. Тут скорее виновата жара и тот факт, что я слишком торопилась. А так, что локация Spy Family, что задания были очень интересными. Наверное, только в следующий раз стоит сходить сюда утром. Ну или в другое время, когда не нужно торопиться. Потому что из-за отсутствия фонарей и глубокого расположения зоны в парке, именно этот аттракцион работает только до 5 вечера. И если прийти слишком поздно, то можно не успеть сделать все, что хочется. Другие развлечения, кстати, работают аж до 8 вечера. Так что я снова сажусь на школьный автобус и еду навстречу приключениям.
которыми станет один из классических аттракционов по игре Dragon Quest. Наконец-то настало время начать мое погружение в мир японских ролевых игр, ведь именно в этом жанре и выпускаются почти все игры серии Dragon Quest. Итак, добро пожаловать в мир бесконечного гринда и повышения уровня с ценой билета аж в 3400 йен на человека. К чему это я про гринд? Да к тому, что вся локация и даже здания в ней сделаны так, чтобы максимально напоминать оригинальную игру Dragon Quest во всем. И так же, как в видеоигре, сначала нужно создать персонажа. И, конечно же, также нужно бегать по локациям, попутно выполняя разные задания. Но обо всем по порядку. Как и в оригинале, приключение начинается с приветствия короля, после которого всех игроков аккуратно выталкивают в город на поиски своей судьбы. Правда, перед этим несколько раз напоминают, что нельзя снимать мониторы и сундуки, что, если честно, немного вводит в ступор. Если с сундуками еще все понятно, все же местные модераторы хотят, чтобы каждый посетитель искал нужные точки на карте самостоятельно, то о каких вообще мониторах может идти речь? Но, войдя в жилой район нашего фэнтезийного городка, все сразу встало на свои места. Видите ли, перед началом всего этого действа все члены команды получают особый жетон, на котором записаны параметры игрока, а во всех ключевых и не только ключевых местах расположены экраны с персонажами, которые реагируют как раз на этот полученный жетончик. В итоге мы получаем реальную JRPG. Первый час, в который я бегала от дома к дому, прикладывая жетончик и разговаривая с жителями, чтобы понять, что делать дальше. Звучит немного монотонно, но поверьте, когда вы делаете это лично, то и час, и два пролетают очень быстро. Да и сами персонажи тоже не лыком шиты, и кроме японского знают еще и английский язык, так что это очень спасает многих туристов. А что еще интересней, то у каждого игрока или команды будут разные задания. Вот мне, например, сначала нужно было собрать материалы для снаряжения, для чего я облазила весь город в поиске сундуков. Некоторым другим командам, которые я видела, дали квест по поиску пропавших детей, и они уже бежали не по сундукам, а по персонажам. В общем, сделано так, чтобы одновременно находящиеся посетители не мешали друг другу и в то же время постоянно находились в движении и поиске следующего шага. И так проходит задание за заданием. Периодически нужно просто что-то искать, а периодически идти в лес и сражаться с монстрами. Даже без задания можно немного посражаться с местными представителями фауны для поднятия уровня. И делать это, кстати, очень весело. Рядом со статуями монстриков стоят огромные мониторы, на которых при прикосновении игрового жетона, полученного перед посещением локации, появляются их компьютеризированные аналоги. Игроки же при этом махают руками, пытаясь выполнить те же движения, что им показывает система. Если все сделать правильно, то будет критический удар и полная защита, если вы защищаетесь. В случае же ошибки удар получит уже игрок, ну или монстр уклонится от атаки. Кстати, сражение можно и проиграть. Тогда опять же, как в оригинальной игре Dragon Quest, надо будет пойти в гостиницу и типа очнуться там, и попытаться пройти задание еще раз. В общем, делаем квесты, гриндим уровень и постоянно бегаем между городом, лесом, холмом демонов и подземельем. В общем, куча веселухи, на которую можно потратить целый день. Но в итоге, рано или поздно, прокачав уровень и выполнив нужное количество заданий, наступит время финального сражения. И я не была исключением. Уже почти под вечер я со своей командой направилась в замок Повелителя Зла. И, одолев главного босса, наконец-то можно закончить это эпичное приключение в мире Dragon Quest. Но это еще не конец самой локации, ведь я не показала вам еще тематическое кафе. Да-да, на выходе из замка меня ждало именно оно. И знаете, еда после такого приключения аж на полдня оказалась очень кстати.
Но не одной едой, как говорится. Антураж у заведения вполне себе соответствует своему игровому аналогу. Круглые столики, флаги на потолке, бочки и прочие мелочи просто радуют глаз. А для любителей аутентичности даже поставили доску с заданиями по ловле монстров. Из еды я, конечно же, заказала себе сразу 2 самых красивых сета. Один из них называется Такарабако, что переводится как «сундук с сокровищами», а второй – Юша Сетто – набор героя. И все настолько милое и цветное, что даже есть жалко или страшно. Но все же оно все очень вкусное. А коробочки я заберу с собой. Они сделаны из материала, как у пачек для молока, так что вполне себе отмываемые. А снизу еще под еду кладут пленку, так что они и не пачкаются особо. И их можно использовать как обычные коробки. Ну что ж, на этом первый день закончен. Пойду-ка отдохну в гостинице, ибо завтра меня ждет настоящее испытание. Как вы можете догадаться, сегодня я иду в Наруто-парк. Проходить лабиринт, собирать печати, выполнять миссии, короче, много всего. Но, думаю, будет легко, потому что меня больше всего страшит лабиринт, который я так и не прошла в прошлый раз. Было жарко, странно, непонятно, но сейчас я собралась силами и бой! Наруто Боруто, а точнее Коноха Шинобизато, что переводится как «деревня Коноха», это, наверное, самая известная зона в Ниджигенном море, так что я отвела под нее целый день целиком. И в последнее время она стала настолько популярной, что даже за ее пределами можно встретить персонажей из аниме Наруто, которые так и зазывают всех праздно гуляющих посетителей парка зайти к ним в гости. Ну а Джирайя и его жаба так вообще стали отличным фотоспотом для тех, кто не хочет платить за вход. Пока я иду до ворот Конохи, попутно расскажу вам про билеты, ибо в них очень легко запутаться. Так вот, самый обычный из них стоит 3300 йен и включает 2 основных аттракциона – Тенномаки – свиток неба и Чиномаки – свиток земли. Это самые базовые миссии, и если хочется просто насладиться видами, немного позаниматься физическими упражнениями, то докупать ничего другого не нужно. Более того, эти миссии имеют английский перевод, так что проблем быть не должно, даже без знания японского. Конечно же, для более продвинутых фанатов есть куча других заданий, но про них я расскажу отдельно в моем следующем видео, которое будет посвящено исключительно Наруто Боруто Коноха Шинобизато и содержать полный список инструкций для прохождения всего, что там только можно пройти. Пока рассказывала и фотографировалась, успела уже дойти до ворот Конохи. Что ж, немного покривляюсь на камеру и пойду обменивать мой билет на набор ниндзя. Я тут говорила про разные билеты. Так вот, еще 2 из них это базовый премиум и все включено. Идут они в комплекте с сумкой в виде свитка, который Наруто держал за спиной в первой серии. Эти билетики очень легко отличить по цене – в 11 тысяч йен и в 14 800 йен. И раз уж я тут даже приоделась слегка, то просто не могу не получить данную сумку. Она, между прочим, очень удобная и очень сильно меня выручила, когда приходилось бегать по парку с кучей бумаги и разного рода заданий. И поверьте мне, если брать что-то большее, чем стандартный билет, то бумаги, а именно бланков заданий, вы получите очень много. Ну что ж, я наконец-то собралась и готова идти покорять мир ниндзя. И эти самые ниндзя во всех поколениях стоят по кругу перед основными аттракционами. Я тут, кстати, еще даже заметила специальные картонки с Саски и Сакурой, и они тут в честь романтической миссии, посвященной этой странной парочке. Но пора бы уже выйти из зоны комфорта. Идем навстречу приключений. И первой, и, наверное, самой большой локацией станет гора Хокаге. Даже при относительно небольших размерах зрелище, я бы сказала, очень эпичное.
Я даже не знаю, как описать свои ощущения, ибо чем ближе подходишь к горе, тем больше видишь территорию вокруг, тем сильнее проникаешься масштабом и реально начинаешь ощущать себя в настоящей деревне ниндзя. И даже небольшая искусственная гора начинает казаться чем-то настоящим. Хотя, по сути, это даже не совсем гора. Это своего рода театр под открытым небом с расставленными по периметру фигурами персонажей и разного рода аниме-картонками. Короче, даже без аттракционов можно застрять здесь очень-очень надолго. Но я ведь не просто так оделась по-докатски. Пора бы пройти испытания и встретиться лицом к лицу с текущим Хокаге. И первое испытание – это свиток неба. И чтобы его пройти, необходимо очень основательно подготовиться. По сути своей, это обычная штамп-ралли, но вот только штампы находятся в кубическом трехэтажном лабиринте, который очень непросто пройти. В плане описания все просто. Ищите штампы, рядом с которыми стоят персонажи из Наруто Боруто, ставите их в свиток и идете дальше. Вот только идти не так уж и просто, и на пути то и дело встают разные препятствия и ловушки. Сотрудники локации говорят, что лабиринт проходится за 30-40 минут, но у меня ушло на это аж 2 часа. Но я, конечно, не буду отрицать и того, что сами съемки отняли у меня тоже прилично времени. Так что, если вам посчастливится попасть сюда, то обязательно купите воду заранее и возьмите ее с собой. В жаркую погоду в лабиринте невероятно жарко, и если нет ветра, то ничего не проветривается. В теории тут можно сдаться и бежать через запасные выходы, но до них тоже не всегда просто добраться. Так что если ваша физическая форма оставляет желать лучшего и выдержка, или имеются проблемы со здоровьем, то от данного развлечения лучше воздержаться. Но если все хорошо, то прохождение данного испытания, которое подразумевается как обучение новичков-ниндзя, будет очень веселым, а мелкие отсылки к аниме так вообще приятно удивят. Но не все тут так просто. Иногда на пути будет стоять вот такая комнатка с барьером из чакры. Если что, барьер – это экран, и на нем будут падающие камни, молнии или что-то типа того. И, конечно же, чтобы пройти далее, нужно выполнить особое джутсу в соответствии с потоком чакры, который предусмотрительно нарисовали в каждой такой комнате. Но чтобы не быть голословной, покажу на примере. Итак, встаем лицом к зеркалу, так как камера находится именно в нем, и крутим пальцами 2 или 4 нужных комбинации. Откуда взять комбинации, спросите вы? Так из свитка же! Те самые печати штамп-ралли – это и есть сложение рук для определенных джутсу. В общем, как-то так. А если вам нужны более подробные подсказки, то посмотрите следующее видео чисто про Боруто Наруто локацию. Ну вот я наверху. Наруто в виде Хокаге поздравил меня с прохождением тренировки и отправил вниз по винтовой горке на новое задание. Что ж, свиток неба закончили, пора переходить ко второму, к свитку земли. Ну что, один квест мы выполнили, начинаем второй. И это уже не тренировка, а настоящее задание, цель которого запечатать некую злую сущность, о которой пока еще ничего не известно. На этот раз миссия ниндзя проходит уже не в лабиринте, а на открытом воздухе, что позволяет в любое время сделать паузу и пойти отдохнуть. Что касается типа действий, то тут опять же без изменений. То же самое штамп-ралли, но с другими джутсу и со штампами внутри хранилищ знаний ниндзя вместо персонажей. В общем и целом значительно более расслабленное задание в физическом плане, но все равно поднапрячься придется. Дело в том, что половина таких хранилищ запечатана, и чтобы печать снять, нужно... Пам-парам-пам-пам! Снова выполнить определенные джутсу, которые вы собрали уже из открытых хранилищ. В общем и целом процесс интересный. Главное четко держать форму рук несколько секунд и следить за подсказками на экране. И домик с печатью считайте открытым, и даже со спецэффектами.
По итогу ничего сложного, да и это не главное. Задание – это всего лишь повод, чтобы прогуляться по красивым тематическим локациям рядом с деревней и вспомнить интересные моменты из аниме. Толпу Акацки вы, наверное, и так уже заметили, ровно как и песчаные пальцы от монстра Гары. И это было только начало. Уже под конец выполнения можно встретить длиннющую змею Орочимару с открытой пастью и дорогой прямо внутрь. Или же фотолокацию с девятихвостым в яростной позе, как будто он прямо сейчас разнесет всю деревню на части. И, конечно же, дорога в убежище Акацки тоже не осталась в стороне. К слову, на пути свитка Земли есть еще и аниме-картонки персонажей со странными загадками. Но это уже другое задание, про которое, как я уже говорила, расскажу в следующем видео. А пока что могу сказать, что все печати собраны и враг запечатан. О чем мне даже показали крутой ролик в специальном мини-кинотеатре, где, конечно же, снимать нельзя. И после выполнения этих основных заданий я, довольная собой, решила пойти перекусить. А где же поесть в деревне Каноха? Правильно, в Ичираку рамен! Правда, место там какое-то странное, и походу Ичираку был куплен Денки бургером, ибо кроме лапши там также продаются бургеры и прочие закуски, которыми баловался Боруто. Прошло полдня, мы выполнили 2 квеста, то есть половину пути пройдено, и решили подкрепиться. Заказала я бургер и такояки. Кажется, что это тамагояки, но это такояки. И пару напитков, с которыми мне попались вот такие сюрикен-костеры. Вот, вообще, конечно, следовало бы заказать рамен, но сейчас такая жара, что я просто не представляю, как его можно есть. Поэтому обошлись вот таким сетом. Ну что ж, в общем-то и все. День подходит к концу, и мне уже пора возвращаться домой, точнее в гостиницу в Осаку. Я постаралась вам рассказать про весь парк Ниджиген но Мори в общем, но походу это у меня не совсем получилось. Ведь тут еще есть и мир Годзиллы, и странное аниме Шин-чан, куча мелких временных коллабораций, да и просто обычные туристические игровые площадки. В общем, если ехать сюда с целью окунуться в мир аниме, то можно застрять аж на целый день, или даже на 2. Но походу у меня получилось все не так гладко, как рассчитывалось. Будьте всегда бдительны и не повторяйте моих ошибок, всегда сверяйтесь с расписаниями, потому что, несмотря на то, что сейчас день, мой последний автобус на Осаку уже ушел. Все, и теперь мне придется добираться до Осаки какими-то перекладными маршрутами. Ну что ж, проблемы бывают не так уж редко, но зато я выяснила, что бывают и специальные автобусы. Ну и на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, если понравилось, и не забывайте подписаться и посмотреть следующее видео, ведь оно будет очень подробным и полностью посвященным всем секретам парка Наруто Боруто.